Сколько лет изучаю кулинарию, столько лет не перестаю удивляться китайской кухне. Зайдешь, бывает, в китайский ресторан. Повар работает один, но максимум 2 человека. А бригада официанток не справляется с тем, чтобы вовремя разнести готовые блюда по столам. Полный зал народа, и все едят какие-то диковинные, одно другого краше блюда. А если кто-то считает, что самое главное в китайской кухне – это специи, приправы и необычные продукты, то поверьте, это не так. Китайцы, бывает, возьмут обычную куриную грудку, можно взять грудку индейки, и приготовят из нее такое, что просто удивляешься, как самые обыкновенные продукты приняли такой вкус. Главный секрет китайской кухни вовсе не в специях, вовсе не в приправах, а в управлении огнем, в необычном способе термообработки продуктов, когда они становятся готовыми буквально за 2-3 минуты. Разумеется, для этого все продукты нарезаются очень небольшими кусочками. А если что-то необходимо замариновать, посолить, поперчить, то это делается заранее. Да, обычная соль, обычный черный перец на куриную грудку. А это обычный крахмал. В Китае чаще используют рисовый крахмал, но можно взять и кукурузный, и картофельный. Одним словом, какой есть. Все равно получится очень вкусно. Для маринования продуктов в Китае очень часто используют рисовое вино. Его не употребляют как алкогольный напиток. Оно употребляется исключительно на кухне для маринования и еще кое в каких целях, о которых я расскажу вам позже. Сейчас важнее рассказать, чем можно заменить рисовое вино. Например, соусом терияки. Он довольно часто встречается в магазинах. А еще можно взять немного лимонного сока, немного сахара, немного воды и чуть-чуть развести алкоголем. Сейчас в миске с курятиной происходит одновременно 2 процесса. Курица не только маринуется, но в миске готовится еще и кляр из яичного белка и того самого крахмала. Европейские повара развели бы тесто для кляра отдельно, но китайские повара действуют на удивление рационально. Они работают, как правило, в несколько раз быстрее, чем это делаю я. Но мне же надо не просто приготовить, а еще и объяснить вам все, научить, а самое главное – убедить, что все у вас получится. Отложите курятину в сторону, возьмите морковку и порежьте ее кольцами. Надрезы вдоль моркови сделаны только для красоты. На вкус это не влияет. Хотите – надрежьте, хотите – просто порежьте морковь потоньше. За китайским столом не используются ножи и вилки. Китайцы едят палочками, поэтому все продукты нарезаются таких размеров, чтобы их было удобно есть. Вот цветная капуста, самая обычная, из овощного отдела самого обычного супермаркета. Нарезайте на соцветия и при необходимости разрежьте соцветия на кусочки. Принцип вы уже понимаете, чтобы их было удобно есть. Я не случайно заговорил о супермаркете. Все продукты для сегодняшнего блюда приобретены в ближайшем к моему дому магазине. На полочках, где расположен, к примеру, соевый соус, найдется еще и устричный соус. И найдите продавцов, спросите, где стоит кунжутное масло. Оно тоже понадобится. А пока что все очень просто. Наливаем в вок, это вогнутая сковорода, довольно много растительного масла для фритюра. Огонь в горелке необходимо установить довольно сильный. Если будете готовить на обычной газовой плите, то используйте самую мощную горелку, а маслу дайте хорошо нагреться до дымка. Только вот так курятину в вок не отпускайте. Это моя ошибка. Посмотрите, что происходит. Курятина опустилась на дно. Кляр немедленно прилип ко дну. Съесть-то это все равно можно будет, но выглядит не очень красиво.
Китайцы опускают продукты в вок по одному кусочку, быстро-быстро, и не дают продуктам опуститься на самое дно. Заставляют их плавать в масле. Потому-то так много масла и наливают. Масло можно использовать несколько раз, ничего страшного. Главное, чтобы в нем не оставались кусочки обугленного кляра. Но для вас еще важнее научиться на моих ошибках. Посмотрите, как можно поступить. Курятину вместе с кляром перекладываем в большую проволочную шумовку и опускаем масло вот так, потряхивая его, дожидаясь, пока кляр, а точнее яичный белок, схватится на поверхности курятины. Вот теперь кусочки можно разъединить, все жарится очень правильно и получается очень красиво. В огромном количестве раскаленного масла кусочки куриной грудки, нарезанные толщиной не более полусантиметра, обжариваются буквально за минуту, максимум за 2. Посмотрите, цвет продукта ясно говорит о его готовности. А теперь в вок наливаем воду. Можно было бы, в принципе, налить эту воду и в обычную кастрюлю и поставить ее на соседнюю конфорку. Вода понадобится для того, чтобы отварить морковь и цветную капусту. Поэтому воду посолим. Я варю овощи именно в воке, потому что так делают китайцы. А вы поступите так, как вам удобнее. Самое главное, не переваривайте овощи. Они должны сохранить свою форму. Кроме того, после отваривания им предстоит еще один этап термической обработки. Не беспокойтесь об их готовности либо неготовности. Это же овощи. Их можно было бы и сырыми съесть. Это не пельмени. Поэтому вы почувствовали, что они слегка изменили консистенцию. Вынимайте. А теперь в вок налить совсем немного вкусного, хорошего масла. На этот раз не нагревайте масло слишком сильно, потому что первыми в него отправятся имбирь и чеснок. Чеснок пригорает в масле очень легко. Когда надо будет прибавить огня, я скажу вам. А пока обратите внимание, что чеснок мелко порубленный. Ни в коем случае не через чеснокодавилку. Обжариваем аккуратно до появления приятного запаха. А вот теперь прибавляем огонь и опускаем овощи. Следом белая часть зеленого лука. Обратите внимание, что смесь водяного и масляного пара охотно вспыхивает. Именно в этот момент в воке образуется особый аромат, который китайские повара называют кто фе, кто хэй. Для усиления этого аромата в вок добавляют китайское рисовое поварское вино. Алкоголь немедленно испаряется, поворачиваем в вок и даем вспыхнуть парам спирта. Европейские повара называют этот процесс фламбирования. Используют то коньяк, то херес. Вы можете использовать то, что вам нравится по вкусу. Когда готовим в воке, шумовка используется только для того, чтобы поправить продукты. Но перемешиваются они за счет встряхивания. А сейчас самое время вернуть в вок обжаренную курятину. Примерно от одной грудки. Вок ни в коем случае нельзя перегружать. Зато после рисового вина в вок непременно надо добавить ложку-другую сахара. Не беспокойтесь, не будет слишком сладко, потому что после сахара в вок отправляется острый перец, а следом за ним красный болгарский перец. Теперь устричный соус, если у вас нет такого, да замените его кетчупом. Китайцы на вашем месте поступили бы точно так же. Им некогда морочить голову, дай мне то, дай мне это. Им надо готовить. Готовить для тех, кто ждет вкусную еду. Но еда должна быть не только вкусной, а еще и красивой. А еще и содержать в себе не только питательные вещества, но и достаточное количество витаминов. Все это есть в мелко нарезанном зеленом луке. Скажите, вы понимаете, почему казане так приготовить не получится? В воке все процессы происходят гораздо быстрее, чем в казане. Поэтому перемешиваю только встряхиванием, а сейчас наливаем разведенный в воде крахмал. Для того, чтобы связать, для того, чтобы прилепить к продуктам те соки, которые из них вышли. Ну и последний штрих. Буквально чайная ложечка кунжутного масла. Все, теперь наше блюдо пахнет совершенно по-азиатски, совершенно по-китайски. Можно подавать. Это примерно одна, ну максимум 1,5 порции. Подают столько блюд, сколько едоков за столом. Плюс еще одно, самое
любимая.